Во всех пространствах и во всех планах. И во всех мирах, и именно об этом я и сегодня хотела с тобой поговорить как раз. Э, Круто, круто. да, Давай. ты знаешь, Слушай, ой, во-первых, ты хотела. ты н ты не против? Вот буквально хочу тебя перебить. И ты Давай, знаешь, мне этот вопрос появился еще до начала нашей сессии, если ты не против. Можно, да? за. Я почему-то вспомнила, наши предыдущие сессии. Мы где-то примерно 5 недель, да, не виделись. Ну, в плане, как, когда я была Очень коуч. давно. И я помню, тогда ты говорила, что тебе хватает вот этой энергии, которая у тебя появляется после коуч-сессии, на 2 недели. Ну, примерно. Ты говорила от коуч-сессии до коуч-сессии. А щас прям вот такое большое пространство у тебя появилось. Сколько там, 5 или 6 недель. Как ты Да. думаешь, для чего это тебе А, было дано и как это ты прожила? я, в принципе, именно об этом и хотела сейчас говорить. Это, знаешь, мне кажется, мы можем уже выйти, помолчать, все молча прояснить и уйти. Потому что уже слова просто прям лишние. Смотри, во-первых, значит, как раз я думала про то, как я тебе благодарна и как много мне дает коучинг. И для меня это как раз, во-первых, и про то, что вот мне очень понравилась та метафора про дилера состояний. Вот для меня ты абсолютно дилер состояний, и мне бесконечно важно это пространство и эта возможность. Во-первых, для меня это про рамки. Про рамки и про фокус внимания на себе, на своей жизни, на своих процессах. И за эти 5 недель я, конечно, подрассыпалась. То есть я не могу тебе сказать: "Яна, все там, типа, давай мы наши истории закончим, могу дальше идти сама". Вот абсолютно нет. Для меня действительно это очень много значит, и мне это очень важно. А, 5 недель — это, конечно, много. То есть это прямо вот, для меня было конкретно много. И для меня это про, вот действительно, про какую-то возможность побыть сама с собой. Потому что вроде можно это сделать и в медитации, и вообще в какой-то в саморефлексии, в самокоучинге, но так, хорошо и так, глубоко, и так прямо честно, как получается об тебя, об саму себя у меня не получается. Поэтому мне это бесконечно важно. Если к тому, с чего ты, начала про то, что у нас, все получилось во всех мирах, э, это и есть мой запрос на сессию. И это про то, что, знаешь, я начала замечать, во-первых, я много сейчас хожу на расстановки и, работаю именно с полем. Хожу еще пока не как ведущий, как заместитель. И я стала замечать, что вот человек приходит на сессию, притом я его вижу первый раз, и условно вот он только говорит там "привет", и дальше, знаешь, как в анекдоте, когда Миша сказал Маше "привет", а Маша уже вышла за него замуж, родила 10 детей, в общем, там, не знаю, развелась, прожила с ним долгую счастливую жизнь. Вот человек мне говорит "привет", а я начинаю чувствовать, что я прямо хочу плакать. Притом неважно, человек может улыбаться, может весело о чем то рассказывать. И первый раз, когда у меня это случилось, я подумала: "Боже мой, это что там, это какие-то параллельные процессы или вообще вот что сейчас со мной так происходит? Может быть, я выпала из коуч-позиции, может быть, я вообще человека не слышу вообще. Алло, там надо как-то сфокусироваться". Вот. И минут, наверно, через 15, этой коммуникации оказывается, что да, что это абсолютно была история клиента. И там всплывает огромное количество боли и огромное количество невыплаканных слез. То есть поэтому он как бы улыбается и все такое. И это стало происходить регулярно. Пару дней назад заметила даже, что у меня начинаются телесные реакции, когда вдруг я начинаю покрываться там какими-то красными пятнами именно в рамках сессии. Сессия закончилась, все, я абсолютно обратно нормальный человек. И
за это время я прожила все стадии: отрицание, там, не знаю, не помню что, отвержение, неприятие. Вот, к принятию и признанию хотела бы дойти с тобой, потому что, во-первых, у меня здесь не складываются истории про то, что если я, как мне кажется, в рамках коуч-сессии начинаю что-то понимать про человека, то здесь тогда ко мне ведь есть вопросы какие-то. И вообще, вот у меня в мою картину мира и в мое понимание коучинга, как нас учили, оно еще у меня не встроилось. Это первый момент. И второй момент, ведь это же надо в себе признать, из типа: "Ого, а я так могу". Вот здесь прям тоже есть, мощнейшее сопротивление, и это про самооценку и про уверенность, конечно. И оно же меня сейчас прямо догоняет, по диссертации, когда с каждым, я не знаю, шагом я понимаю, что, боже мой, во что вообще я вмазалась. И, может быть, были правы те родственники, которые говорили: "Алло, вообще в зеркало посмотри, куда ты лезешь", и так далее, и так далее. Потому что какой-то вот реально огромный объем работы, требующий невероятного мозгового напряжения. Ну, вот что то я вообще не уверена. Вот этот весь процесс запустился на фразу про все миры, с которыми ты зашла, Яна. Класс, Привет. объемный процесс. Что я услышала? Я услышала, вот у тебя, насколько я поняла, да, если что, поправь меня, то есть у тебя появилась определенная эмпатия. Как тебе это слово? Или как ты вообще это воспринимаешь вот в работе с клиентами, в работе с людьми? Как бы ты это назвала? Ты знаешь, могу принять это слово на свой счет только в рамках коуч-сессии, не по жизни. В рамках коуч-сессии, да. Мгм. То есть она у тебя как-то обострилась, я правильно понимаю? Она стала Конкретно. другой. Она Ага. стала другой, потому что одно дело, когда ты, а, как бы коммуникативно в этом процессе, а другое дело, когда ты даже еще подумать ни о чем вообще не успел, а просто ты вот всё, тебя накрыло. То есть, это вообще не про историю от ума, а эмпатия, она у меня все таки больше, наверное, к чему-то осознанному, такому вот, осознанно чувствующему. Вот так. Мне почему-то приходит какое-то вот слово, прям как будто ты это ощущаешь, да, на уровне ощущений, вот оно у тебя открывается, да? Абсолютно. Оно абсолютно, вот если не про эмпатию, а то, что у меня, это абсолютно на уровне Мгм. ощущений. Я н ну, вот незнакомый человек говорит там тебе: "Привет, Яна", а тебя накрывает. Вот это ни разу не про голову, как мне кажется. Мгм. Вот смотри, услышала то, что это немножко расходится с твоим пониманием коучинга, и то, что ты не можешь это принять в себе, скажем так. Да, принять в себе не могу не только в коучинге, но и по жизни, и в рамках, коучинга, да, оно у меня как-то еще не встроилось. А чего бы тебе сейчас хотелось? Вот сейчас ты видишь эту всю ситуацию, то есть появились у тебя эти Э, чувства, эта чувствительность. ты знаешь, мне хотелось бы все собрать, это первый момент, и с тобой, как с дилером состояний, выйти за пределы. Вот эти 2 момента. Вот ты говоришь, все собрать.
Это вот сейчас какие-то части у нас еще образовались или как это ты сейчас это видишь Да, все? да-да-да, это про то, что я опять, выпадаю из целостности, и я начинаю себя делить. Что вот моя уверенность, она где-то там, а моя самооценка, она вообще где-то, налево, а моя вот, какие-то вновь открывающиеся, мои способности, это вообще не мое, это мне кажется. Вот хотелось бы, это все в дом. Слушай, слово такое красивое, вот прям я понимаю, я хотела его сказать, вот ты только что сказала: "Открывающиеся способности". Вот прям красиво очень звучит. Я Да, пыталась подобрать, но вот не попала, вот сейчас прям в точку сказала. вот все интегрировать в меня. Оно сейчас где? Гуляет. То есть оно где-то гуляет, и прямо вот, не во мне. Оно где-то на прогулке, оно может быть рядом. Я знаю про это существование, но пока еще не очень принимается. Знаешь, задумалась, вот если, например, м, интеграция происходит, то тогда вот как, что там? Я могу сказать, например: "Я великий коуч". Нет, прямо вот не откликается. Там, не знаю, я, великий регрессолог. Вот про великий вообще не откликается. Может быть, про уникальный. И, может быть, тогда про сбор своей уникальности. И, знаешь, тоже это интересный момент, потому что когда на УКК я училась, как и ты, и мы на этом слове собаку, наверное, съели. Вот оно мне вообще, ну, как какие-то японские иероглифы. У меня вот вообще нету этого понимания. И, может быть, хотелось, да, тогда получается, что вот подсобрать уникальность. Но знаешь, все равно вот говорю, есть какое-то такое, э, типа извиняющееся ощущение, типа, я тут не очень пафосно сейчас говорю, ну вот знаешь, вот что-то такое. И это как раз показатель того, что не принимаю еще пока. Слушай, ну так интересно, вот великий коуч, ты сразу же так: "Нет, ну великий коуч нет". Потом такая: "Ну, может, уникальный коуч". Ну ладно, может, уникальный коуч, но пока еще не приняла. А как вот ты это чувствуешь там, допустим, что вот это да, это нет, это может там 50-50? Ты знаешь, великий для меня это про сравнение. То есть, что кто-то более великий, а кто-то там на 3 сантиметра менее великий. А вот все истории со сравнениями, я их все-таки, в общем, стараюсь, э, не в моей реальности, в общем, эти истории. А уникальность, она только про меня. И я здесь ни с кем себя абсолютно не сравниваю. И от этого становится спокойнее. И знаешь, еще, да, вот в контексте, а, дилерства состояний, вот этого спокойствия как основы, как, опоры, его бы очень хотелось. Потому что мое любимое выражение, напряжение — это то, кем вы себя считаете, а спокойствие — это кем вы являетесь на самом деле. И вот войти в это спокойствие. То есть к концу сессии или как, главный кайф от сессии хотелось бы за пределы и в спокойствие. Так, подожди, а где тогда спокойствие? Да, наверное, спокойствие как раз оно тоже и там, и тут.
И почему-то спокойствие проще принимается, что ли, или оно как-то проще интегрируется, чем уникальность. И это очень странно и не очень понятно. Знаешь, вот как если бы спокойствие что-то мое и живое, а уникальность как неживая конструкция. Вот почему-то у меня сейчас есть такое ощущение. Это как вот ты сейчас между ними выбираешь или как оно сейчас у тебя? Сверяюсь. То есть потому что вот когда заговорили про спокойствие, вот оно прямо, оно понятно. Оно понятно, оно, э, ну, то есть, ну, я с ним в отношениях, оно может входить, может выходить, я знаю это состояние. А, Уникальность, наверное, еще нет. Может быть, из-за этого она какая-то неведомая фигня пока. То есть, может быть, я умом понимаю, но на уровне тела уникальности не чувствую. Уникальности пока нет. А вот сейчас вот это спокойствие, а какую оно роль играет в, скажем так, в интеграции этой уникальности? Ты знаешь, вот когда вспомнили про это спокойствие, когда оно пришло, вот я прям сразу, я расслабляюсь, мне становится хорошо и спокойно. Э, а как на это спокойствие натянуть, интегрировать? Вот не знаю. Может быть, это какой-то клин именно на этом слове, потому что к сути у меня нету никаких, претензий. А, не знаю, Ян, вот вообще что то оно не заходит. Знаешь, подумала сейчас, что, может быть, а, это тогда какие-то истории, связанные с "я", и потому что вот в рамках состояний оно как-то становится понятным, но в тот момент, когда появляется, а, может быть, тогда оно так работает, что в рамках состояния оно понятно, в тот момент, когда условно включается я не знаю, там эго, не эго, вот когда включается эта история, происходит разделение. Появляется, видимо, тот, кто смотрит, оценивает, интегрирует, и получается разделение. А, это вообще прям вот сложная какая-то очень тема. Это знаешь, как Галина в последнем посте написала, что: "Господи, не надо твоих благословений, если они стоят между мной и тобой". И здесь ведь тогда тоже получается, что вот эта история с "я", она стоит между мной и моим состоянием? Или я вообще запуталась? Э, прошу помощи, потому что вот пока реально состояние понятно. В тот момент, когда хочется о них когда пытаешься их вербализировать, происходит разделение, становится непонятно в общем, нет.
А ты сейчас можешь вербализировать свое состояние? Если я отключаю голову Да. и иду внутрь себя, иду в это спокойствие, иду в признание своих методов работы, то есть прям возникает ощущение, что чё-то не хватает. То есть оно, знаешь, как бы вот ходит, и вот прям чего-то не хватает, чтобы оно, встроилось. И знаешь, прилетела муха, которая сейчас летает, м, и, видимо, несет какой-то важный месседж. Мгм. Не знаю, вот у меня такое ощущение, знаешь, что это как какие-то истории а, про жизнь, про проявленность. Можно поделюсь? Да, Знаешь, вот как будто опять вот ты начала искать какой-то конкретный компонент, а потом вот вошла в себя, муха несет месседж, и потом опять вот как будто немножко сдвинулась про жизнь, про проявленность. Мне вот, знаешь, мне почему-то в этот момент, когда ты об этом говорила, у меня пришел такой вопрос вот про помехи. Вот почему-то даже когда ты сказала про муху, мне пришел вот, что тебя вот в жизни отвлекает такое, да, и сразу же через вот момент ко мне в дверь только что да, да, тоже да, да, зашли, да, вот тоже как будто, знаешь, как будто пространство. Вот если это сейчас да, пространство, там, давать эти подсказки, а что бы это могло быть, как думаешь? И вот ты тогда в тот же сразу же момент чуть-чуть вот как будто в другую сторону ушла от этого компонента, который ты искала. ты знаешь, вот тогда хочется переформулировать этот вопрос: а что я выбираю рассматривать как помехи? Ты знаешь, вот почему-то первое пришло, а, реакции других людей. Вообще пока что то не откликается и вообще не очень понятно. Извини, повтори, пожалуйста, людей или я не Реакции других людей. реакции других людей. Мгм. Ну, ты знаешь, это может быть про что? Это может быть как раз про ту уверенность, с которой я начала в начале, что она тоже какая-то стала гулящая барышня, и что то она есть, то она пропадает. Просто зачем тогда я выбираю эти реакции? Знаешь, так интересно сейчас в теле, как такое происходит расслабление. И такая история: "Ну все уже давай, разобрались, уже дальше не надо ходить, это все харе". Уходим. Да-да-да. Вот. Мгм.
Очень интересный момент. И знаешь, вот я пытаюсь сейчас, но это вообще моя как бы обычная стратегия, когда я пытаюсь за что-то зацепиться, а, и найти какие-то вот опоры, вот что-то найти, за что я могу зацепиться. И опять-таки приходит следующий вопрос: а если без опоры, то как? И вот здесь я понимаю, что это как тогда какая-то такая вообще, а, вот я даже не могу сказать, что это какая-то мега мощь, а это что-то, ну, такое огромно запредельное, что я не могу даже это в себя интегрировать. Если не интегрировать, а предположить, что оно оно это я, и оно есть во мне, а, то знаешь, вот прям как начинаю, и потом бац, не, уходим. Вот не знаю. Так, прям чувствуется, набираю, набираешь, вот знаешь, как такой вот этот шарик, набираю, такой объем, вот Да, тут да, уже так, если есть опора, а если опоры нет, а если вот это все я, и вот оно-то как будто вот еще один вот этот вдох, и все, и будет такой, да, знаешь, красивый фейерверк. Так абсолютно. ощущается у меня. Абсолютно у меня точно так же, что идем, бац, да ну нафиг, и обратно. Да, Слушай, а чё не хватает для этого фейерверка? Вот он такой как будто. ты знаешь, вот может быть какой-то этой маленькой штучки, понимаешь, ну, маленькая штучка — это опять про опоры и зацепки. То есть это за что-то, ну вот знаешь, как там: "Дай мне точку опоры, я переверну землю". Мгм. Я не могу найти эту опору. Слушай, а для чего ты ее ищешь? Вот насколько у тебя есть вот это понимание, да, вот ищешь опоры, вот ищешь то, чтобы, чтобы оно вот у тебя все внутри было, чтобы там никто не ходил налево-направо, да, вот чтобы все здесь было. Вот это все для чего? Ты знаешь, вот для меня это про какую-то идентичность. Для меня это, может быть, даже про какое-то заземление. И про то, что, ну, действительно, вот эти масштабы, они же пугают. И как-то вот прям как что-то, за что можно удержаться. Удержаться, ой, не знаю, мне почему-то от чего? Абсолютно, да, это я туда как раз сейчас думаю, поэтому вот, от роста и от масштаба, Ян. То есть вот как раз удержаться от того, чтобы прям опять-таки не могу подобрать слова, потому что не про признание собственного величия, не про что-то это, потому что это больше, чем все это. Ну, то есть вот про что-то очень большое. Потому что страшно, потому что это про вообще какое-то отпускание контроля. И контроля тогда над чем или над кем.
опять прям раз и сдуваюсь. Знаешь, на соревнованиях по штанге один подход не удержали, второй подход опять не удержали. Вот прямо что то большой вес, видимо, хотим взять. М. Смотри, как ты классно замечаешь, как оно у тебя это все уже работает, механику видишь. Да, Слушай, как эта механика, возможно, где-то вот еще в жизни себя проявляет? абсолютно везде. Вот, пожалуйста, с той же диссертацией, что вроде начала, пошла и бац, не-не-не, алло, вообще, куда я, зачем мне это надо, ну, в пенек. То есть, регулярно, когда куда-то иду в большое, важное, да. То есть, в общем, это как бы моя родная привычная стратегия. Так красиво сказала: "Родная, моя родная". Да, и ты знаешь, вот есть ощущение даже, что она фундаментальная, что я не знаю, как можно ее, вот, там, не знаю, вынуть, выбросить. Вот если на что-то заменить, то это можно было бы подумать. Слушай, а в чем ее смысл? Вот ты говоришь, она фундаментальная, да? В чем ее смысл для тебя? Ты знаешь, наверное, она моя опорная. И знаешь, может быть, она еще и смысловая, подпитывающая мое представление обо мне. Не знаю, в общем, вот здесь есть вопросы. Но то, что она нагружена смыслами, это абсолютно точно. И тогда ведь получается, что это же я тот, кто дает ей эти смыслы. И условно мои смыслы хочу даю, хочу забираю. То есть, может быть, тогда я могу их поменять? Вот знаешь, вот прям сразу вот это говорю, сразу что-то такое большое-большое, прям и сразу, ой, да ну нафиг, так страшно вообще. Нет. Нормально же жили из этой серии. Да. Слушай, ну вот ты говоришь, нормально же жили, а чё все таки идешь-то туда? Чё тебя вот движет? Ты знаешь, э, любопытство, а, интерес, п потому что по жизни всегда, опять-таки, если вернуться к штангисту, то интересно взять вес больше. То есть некие такие постоянные челленджи. Смогу там 60 килограмм, 70, 80? И получается тогда, что каждый такой больший вес — это про расширение. Тогда подожди минуточку. Тогда получается, смотри, что тогда, с одной стороны, эта стратегия
про расширение, а с другой же стороны, она и удерживает это расширение. Или я неправильно сама себя услышала? Может быть, она как, вот эти мешки на воздушном шаре, которые там надо постепенно скидывать, а не надо скидывать все сразу. Слушай, мне прям вот чувствуется на плечах, вот я не знаю почему, видимо, вот эта штанга, она у меня где-то в подсознании. Я вот чувствую, как будто вот эта вот тяжесть здесь какую-то, знаешь, как будто она у меня вот здесь как-то на плечах. Это что? Захотелось вот как-то вот так подвигаться. Да, так, Вот, она же и заземляет, она и не дает, отлететь. ну ты же говорила, что ты хочешь заземлиться. Да, вот понимаешь, тогда получается, что, замкнутый круг, что она, с одной стороны, условно мотивирует брать вес больше, а с другой стороны, она не дает, взять условно, там, не знаю, любой вес или не дает, я не знаю, выйти на мировую олимпиаду по штанге или как это называется. То есть она же, получается, и держит. Ну да, и знаешь, вот если я начинаю думать, что если без нее, то как, то тогда получается, ну, очень много тогда надо в себе начать признавать. Знаешь, прошла сейчас по моментам, ну вот тестово, что тогда я хотела бы признать, и вернулась к той истории, о которой мы говорили, если без я. И вот оно как раз вот то самое состояние, которое за пределами. Можешь описать это состояние, которое за пределами? Ты знаешь, оно прямо шикарное. И оно больше, наверное, любых слов, которые я могла бы сказать. Оно прямо такое огромное. Слушай, а можешь погрузиться там, если нужно, может, возьми паузу буквально там, насколько тебе нужно, там, не знаю, закрыть глаза, можешь его вот погрузиться в него? Но оно вот абсолютно, вот просто абсолютное. А,
И, конечно, мне бы хотелось из него жить. Но объективно пока не очень понимаю, потому что в тот момент, когда начинают появляться мысли, когда начинают появляться какие-то задачи, там, какие-то дела, я еще не очень понимаю, как можно это объединить. Вот, а вот если, находясь сейчас вот в этом состоянии, как чувствуешь, вот будучи сейчас там, куда тебе нужно? Возможно, видишь какие-то, шаги, что нужно, куда, в какую сторону нужно сейчас идти. Если довериться этому состоянию, чё оно те говорит? Ты знаешь, ну вот первое слово, что просто продолжать. То есть все, что я делаю, все и продолжать. И знаешь, вот, если вернуться и к принятию, то вот все таки уникальность не ложится, а максимум, что может быть, это то, что вот я такая. Вот в такой формулировке ложится. Слушай, Аня, что ж щас произошло? Вот буквально последних 10 минут, вот то, что я наблюдаю, ты начинаешь, то есть как будто что-то поменялось, и ты начинаешь возвращаться к каким-то моментам нашей сессии, там поднимаешь там один, второй, третий вопрос и сама сейчас на них отвечаешь, и вот прям вот такими огромными шагами двигаешься. Это что произошло? И в состояние сумела погрузиться, потому что был момент, когда мы погружались, ты сказала, что как будто еще одного компонента не хватает. А щас ты уже погрузилась в это состояние, прочувствовала, что там вообще такого произошло вообще? Вот, кстати, очень интересный вопрос, потому что я помню, как я пошла, вот сделала второй заход на без "я", если. Может быть, просто со второго подхода вес сдался? Ну да, и знаешь, может быть, эти может быть, тогда эта история про "я", она и есть история про, цепляние и поиск каких-то, ну, вот крючков, за что ты можешь зацепиться, каких-то опор. Прям, знаешь, даже вот прям давит, прям даже голова такая прям вся. Ты как думаешь, чё давит? Знаешь, слон в посудной лавке, то есть разъезжаются крыши, стены, вот оно все вот так вот разъезжаться начинает. Как интересно, но все у тебя работает, потому что вначале ты хотела собраться, потом был момент, когда ты говоришь: "Я больше вот этого всего", и потом Да. оно опять и разъезжалось, и оно вот, знаешь,
Знаешь, мне это напоминает в каком-то смысле как дыхание. Знаешь, там легкие сужаются и потом Точно. расширяются, сужаются, расширяются. И вот у нас как будто в сессии вот оно вот, знаешь, вот такие какие-то движения. Очень интересно. Да, абсолютно так. То есть как некий, живой процесс. И интересно действительно то, что ты вернула, что сначала хотела собраться, потом разобраться, потом опять собраться. А щас как? Сейчас видишь это все, проговорила, увидела. Стратегии, расширение организма, все. Как оно тебе? Прям много. Вот реально прям много, Ян. И знаешь, вот мысли, что, ну, там все равно когда-нибудь я возьму этот вес. И с другой стороны, я понимаю, что это то, что я делаю в рамках сессии, что я взяла уже этот вес. И что тогда меняется, когда я его уже взяла? А что сейчас хочется себе присвоить? Если хочется, конечно, не знаю, где-то пришел такой вопрос. Ты знаешь, вот именно этот, опыт взятия этого веса. И не важно там, что не с первой попытки, но важно же то, что я смогла, и то, что у меня получилось. И это ценно. Вот важно об этом помнить. Хотя, наверное, о таком сложно забыть. Так я думаю. Очень интересно, как оно будет разворачиваться дальше за рамками сессии. Вот хочу посмотреть, как оно, а, будет раскрываться. Потому что всегда после наших сессий у меня что то такое прям происходит, начинается. Э, Слушай, спасибо. а на чем будешь сейчас фокус держать? Мы вот как раз уже движемся к завершению, почти Ты 50 знаешь, минут. на А вот вот на на чём? на этом состоянии, как это чувствуется, если из него жить. Вот, наверное, на этом. Опять ведь тогда получается, что тогда я опять разделяюсь и становлюсь наблюдателем. А, я думаю, что вот это пока для меня еще сложная история. Поэтому пусть пока наблюдателем. Нужно еще что-то проговорить. Нет, Ян, Как спасибо огромное. Все круто.
абсолютно Тоже какое-то такое, готова. знаешь, ощущение завершенности, даже вот ничего спрашивать больше не Да, хочется, вот как будто вот оно все такое, знаешь, вот. Я не знаю, почему пришло слово "целостное". Может, из-за того, что мы вначале об этом как-то проговаривали. Вроде реально вот миллион вот этих частей. Вот как ты вначале говорила, что всего вот много, нужно как-то вот это все вместе. И, ну, у меня такие, знаешь, ощущения, как будто вот я, не осознаю этой целостности, но она как будто чувствуется. Вот. да. Да-да-да, вот именно про то, что я ее не осознаю, то есть я не могу натянуть свои мысли на нее, но я ее чувствую. Как будто она И вот это прям такая, знаешь, больше, чем мысли. масштабная, вот Да, с миллионов каких-то частичек, 100%, составляющих там миллионы. 100%, да. Спасибо. Класс. Спасибо тебе, Ань, большое. Можем завершать? Да, тебе, Ян, огромное спасибо. Пошла кайфовать. Спасибо Делись, большое. делись. Да. Все, тогда до следующего До встречи. четверга. Пока-пока. Спасибо. Пока.